Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Рассвет над саванной не принес долгожданной прохлады. Солнце, едва показавшись из-за горизонта, уже обещало испепеляющий день. Небо над долиной было затянуто странной белесой дымкой. Не то пыль, поднятая ветром из дальних пустынь, не то испарение после редкого ночного дождя. Воздух казался густым, словно патока, и в нем висело напряжение, которое чувствуют только те, кто прожил в буше всю жизнь. Старый Land Rover, покрытый шрамами царапин и вмятин, медленно полз по высохшей колее. За рулем сидел Элиас, рейнджер с 30-летним стажем. Его лицо напоминало карту местности. Глубокие морщины, как пересохшие русла рек, и глаза, в которых отражалось бесконечное небо Африки. Рядом с ним, вцепившись в поручень, сидел молодой напарник по имени Тарику. Тарику был здесь всего второй сезон, но уже успел научиться главному правилу – молчать и слушать. «Слишком тихо», – проворчал Элиас, не поворачивая головы. Его голос звучал хрипло, как скрежет камней. Птицы молчат, даже цикады затихли. «Может быть, гроза?» – предположил Тарику, вглядываясь в горизонт через бинокль. «Нет», – отрезал старик. «Это не погода. Кто-то умер. Или кто-то умирает. Земля слушает». Они ехали вдоль границы заповедника, проверяя старые водопои. Мотор гудел ровно, убаюкивающе, но тревога Элиаса передалась и Тарику. Молодой рейнджер начал замечать детали, которые раньше упускал. Как антилопы и импала застыли, глядя в одну точку, как ветер внезапно менял направление, принося запах гнилой воды и тины. Дорога свернула к низине, которую местные называли «черная чаша». Это было коварное место. В сезон дождей здесь разливалась река, а в засуху оставалась лишь вязкая зловонная грязь, скрытая под коркой подсохшей земли и высокой травой. Ловушка для неосторожных. Элиас резко затормозил. Машина клюнула носом, подняв облако пыли. «Смотри». Он указал узловатым пальцем на темное пятно в центре низины. «Там движение». Тарику прижал бинокль к глазам. Сначала он увидел лишь колышущуюся траву, но затем фокус настроился. «Это лев. Элиас. Самец. Кажется, он не двигается». «Глуши мотор», – скомандовал старший. Они вышли из машины, стараясь не хлопать дверями. В абсолютной тишине ультразвук затвора винтовки Элиаса прозвучал как удар грома. Это была мера предосторожности, не более. Они медленно спустились по склону, хрустя сухими стеблями. Картина, открывшаяся им, была жалкой и величественной одновременно. В центре болотистой ямы, погруженной по грудь в густую, черную, как нефть, жижу, застрял лев. Это был не просто лев. Это был гигант, но гигант из прошлого. Его грива, когда-то, вероятно, роскошная и темная, теперь свалялась, поседела и была облеплена грязью. Шкура висела на выступающих ребрах. Он был стар. Невероятно стар для дикой природы. Зверь попытался пошевелиться, услышав шаги людей. Грязь чавкнула, удерживая его мертвой хваткой. Лев издал звук. Не рык, а скорее тяжелый, булькающий вздох. Он поднял голову, и Тарику встретился с ним взглядом. В желтых глазах хищника не было той ярости, которую ожидаешь увидеть у загнанного зверя. Там не было и страха смерти, там была лишь бездонная усталость и странное, почти человеческое смирение. Он понимал, что проиграл. «Это одноухий», – тихо сказал Элиас, опуская винтовку. «Я помню его. Он держал территорию к северу от реки 10 лет назад. Я думал, он давно погиб. Мы можем его вытащить?» – спросил Тарику, чувствуя, как к горлу подступает ком. Видеть короля саванны в таком унижении было физически больно. Элиас покачал головой. «Лебедка не дотянется. Если пойдем туда сами, увязнем рядом с ним. Да и... посмотри на него, парень. Он истощен. Даже если мы его вытащим, он не проживет и дня. Гиены разорвут его до заката. И что, мы просто оставим его? Это природа, Тарику. Жестокая, но честная. Он пришел сюда пить, и у него не хватило сил выбраться. Это конец эпохи. Они стояли на краю болота, бессильные свидетели драмы. Солнце начинало припекать, и мухи уже кружили над головой льва, предчувствуя скорый пир. Элиас полез в карман за рацией, чтобы сообщить на базу о ситуации. Возможно, запросить ветеринара для эвтаназии, чтобы избавить старика от мучений долгой смерти под солнцем. В этот момент земля дрогнула.
Дрожь земли была едва уловимой, ритмичной, глубокой. Тарику обернулся. Из высокой слоновьей травы, скрывавшей их подход беззвучно, как призраки, возникли две серые горы. Слоны. Два огромных самца. Их бивни были темными от времени, уши покрыты рваными краями. Они двигались с той обманчивой медлительностью, которая скрывает колоссальную мощь. Рейнджеры замерли. Встреча с одинокими самцами-слонами может быть смертельно опасной, особенно если они в периоде муста, но эти двое выглядели спокойными. Слишком спокойными. «Не шевелись», – одними губами прошептал Элиас. Слоны прошли мимо людей, словно те были просто сухими деревьями. Они направлялись прямо к болоту. «Они убьют его», – с ужасом подумал Тарику. «Слоны ненавидят львов. Они сейчас просто затопчут его в грязь». Это было известным фактом. Слоны часто прогоняют хищников, защищая молодняк, а иногда и убивают их, если представляется возможность. Беспомощный лев – идеальная мишень для мести за вековой страх. Слоны подошли к кромке черной жижи. Лев, увидев нависающий над ним громады, даже не попытался оскалиться. Он просто закрыл глаза, ожидая удара. Но удара не последовало. Первый слон, более крупный, с обломанным левым бивнем, осторожно прощупал почву хоботом. Он сделал пробный шаг, проверяя дно. Грязь держала его вес. Он подошел вплотную к застрявшему хищнику. То, что произошло дальше, заставило Элиаса, видевшего в саванне, все забыть, как дышать. Слон протянул хобот. Не для удара. Он аккуратно, почти нежно коснулся головы льва, обнюхивая его. Лев открыл глаза. Между вечными врагами повисла странная пауза. Затем слон опустил хобот ниже, подхватывая костлявое тело льва под передние лапы и шею. Второй слон, чуть поменьше, обошел яму с другой стороны. Он уперся мощными ногами в более твердый грунт на краю и протянул свой хобот, цепляясь за спину льва. «Не может быть», – выдохнул Тарику. Слоны начали тянуть. Это была не грубая сила рывка. Это была работа ювелиров, обладающих мощью локомотивов. Они действовали синхронно. Грязь громко чмокала, не желая отпускать добычу. Лев застонал от боли в затекших мышцах, но не сопротивлялся, он словно обмяк, полностью доверившись своим спасителям. Сантиметр за сантиметром черное болото отступало. Слоны переступали ногами, находя опору, их мышцы бугрились под толстой серой кожей. Они общались между собой низким инфразвуком. Рейнджеры не слышали его, но чувствовали вибрацию в грудной клетке. «Тяни, держи. Еще немного». Вот показалась спина льва. Вот задние лапы, облепленные илом, оторвались от дна. Слон с обломанным бивнем сделал шаг назад, увлекая за собой хищника, в то время как второй подталкивал и поддерживал, не давая льву снова соскользнуть. Наконец, с влажным хлюпаньем тело старого короля было вытащено на твердую сухую землю. Он рухнул на бок. Тяжелый, грязный, похожий на мокрую тряпку, и судорожно хватал ртом воздух. Слоны постояли над ним еще минуту. Они не трубили победно, не проявляли агрессии. Крупный слон снова коснулся кончиком хобота бока льва, словно проверяя, дышит ли тот. Сдул пыль с его уха. В этом жесте было столько необъяснимого, вневидового понимания, что у Тарику по спине побежали мурашки. Затем... Так же синхронно, как и пришли, гиганты развернулись. Они не взглянули на ошарашенных людей. Их миссия была выполнена. Они медленно побрели прочь, растворяясь в высоком, как яйцо, пока их серые спины не скрылись из виду окончательно. Прошло несколько минут, прежде чем Элиас и Тарику смогли сдвинуться с места. Мир вокруг казался прежним. То же солнце, та же трава, но в их сознании что-то необратимо перевернулось. «Ты это видел?» Голос Тарику дрожал. «Скажи мне, что ты это видел, Элиас». «Видел». Старик снял шляпу и вытер пот со лба. Руки его слегка тряслись. «Если бы мне рассказали», назвал бы лжецом. За 30 лет. Никогда. Никогда я такого не видел. Они осторожно подошли к льву. Зверь был в сознании, но крайне слаб. Он следил за людьми глазами, но даже не пытался поднять голову. «Он истощен до предела», – констатировал Элиас, осматривая зверя с безопасного расстояния. «Обезвоживание, мышечная атрофия, зубы стерты почти под корень. Ему лет 15, не меньше, для льва это как 100 для человека». «Что будем делать?» – спросил Тарику. «Теперь мы не можем его оставить. Не после такого. Это будет предательством». Элиас кивнул. Он уже вызывал базу. Центр,
Это Элиас. Нам нужна транспортная клетка и ветеринар. Квадрат Б4. У нас тяжелый пациент. Раненый слон? Протрещал голос в рации. Нет. Лев. И... Вы не поверите, кто его спас. Готовьте карантинный вольер. Операция по погрузке заняла 2 часа. Лев не сопротивлялся, когда ветеринар вколол ему легкое седативное. Его погрузили в кузов грузовика. Всю дорогу до охраняемой зоны рейнджеры ехали молча, каждый прокручивал в голове сцену у болота. Льва, которого решили назвать Мзее, что на суахили означает «старейшина», поместили в специальный огороженный загон с мягкой травой и тенью от большой акации. Ему дали воды и свежего мяса, нарезанного мелкими кусками, чтобы ему не пришлось жевать. Ветеринар, молодая женщина по имени Сара, вышла из вольера, качая головой. Удивительно, что он вообще жив. Сердце слабое, почки отказывают. Это старость, ребята. Просто глубокая старость. Сколько ему осталось? Спросил Элиас. Дни. Может быть, часы. Но сейчас ему не больно. Он сыт, он в безопасности. Вечер опустился на саванну мягким золотистым покрывалом. Жара спала, уступив место приятной прохладе. Элиас и Тарику остались у загона, сидя на капоте джипа и наблюдая за своим подопечным. Мзей лежал под акацией. Впервые за многие месяцы, а может и годы, ему не нужно было прислушиваться к шорохам, опасаясь молодых соперников или гиен. Ему не нужно было искать силы для охоты. Грязь, засохшая на его шкуре, отпадала кусками, открывая старые шрамы. Летопись его бурной жизни. Солнце коснулось горизонта, окрасив небо в пурпурные и оранжевые тона. Старый лев поднял тяжелую голову. Он посмотрел вдаль, туда, где простиралась бескрайняя равнина, которой он когда-то правил. Он вдохнул воздух, наполненный запахами шалфея и дикой пыли. В этот момент где-то далеко в буше 2 слона продолжали свой путь к водопою. Они шли размеренно, срывая сочные ветки, не останавливаясь и не оглядываясь. Для них этот поступок не был чудом. Возможно, они знали что-то о круговороте жизни, чего не знают люди. Возможно, в их древней памяти, передающейся через поколения, сохранилось знание о временах, когда все существа говорили на одном языке. Или, может быть, они просто увидели старого воина, попавшего в беду, и решили, что такая смерть в грязи и беспомощности недостойна даже врага. Мзея положил голову на передние лапы. Его дыхание стало ровным и глубоким. Глаза медленно закрывались. Последнее, что он видел, это бесконечное небо Африки, которое было его домом, его королевством и его свидетелем. Элиас сделал глоток остывшего кофе из термоса и посмотрел на Тарику. «Знаешь, парень», – тихо сказал он, – «люди говорят, что природа жестока, что здесь выживает сильнейший». «Так и есть», – отозвался Тарику, не отрывая взгляда от засыпающего льва. «Да», – кивнул Элиас, – «но сегодня саванна показала нам, что даже в дикости есть место чему-то большему, чем инстинкт, чему-то похожему на милосердие». Лев глубоко вздохнул в последний раз и замер. Ветер шевельнул его гриву. «Он ушел?» – спросил Тарику. «Да, он ушел королем». Рейнджеры сидели в тишине, провожая день. Ночь вступала в свои права, зажигая над равниной миллиарды звезд. Где-то вдалеке захохотала гиена, но здесь, под старой акацией, царил покой. История о 2 слонах и старом льве только начиналась. Ей предстояло стать легендой, которую будут рассказывать у костров еще много лет, напоминая людям о том, что границы сострадания намного шире, чем мы привыкли думать.